Вот сейчас, собственно, и затестим, работают ачивки или нет. Самоубийство капитана. Здравствуйте, друзья, с вами Ригель. Это будет последнее видео про моды к ядерному трону, потому что после определенных изменений следить за ними стало совершенно нереально, но об этом позже. Давайте начнем с апдейтов к уже знакомым нам модам. И первый на очереди Critical Chair. Этот мод прошел большой путь с тех пор, как мы в прошлый раз его видели. Это больше не просто демка, здесь уже можно лупаться. Якобы, я не знаю, у меня не получалось. Итак, что же тут нового? Во-первых, куча новых персонажей. И зная политику этого мода, наверняка они взяты из каких-то других игр. На выбор нам дается какой-то стрёмный кот, который пыхает какими-то хреновинами, которые разрушают вражеские пули. Какой-то ебанутый шляпник, который взрывает свое оружие. Не курите, пацаны. Ёбаная смерть с косой. И... О боже. Цветочек из Андертейла. Цветок не может двигаться, потому что, спойлер, у него нет ног. Вместо этого просто перемещается в заданную точку на правую кнопку. В принципе, то же самое, что игра за Атома в ультрамоде с режимом только телепортация. Только гораздо более тупниковая и поэтому неиграбельна. Также есть изменения в уже бывших здесь персонажах. Так, Шилдер был совершенно переработан в бойца IDPD. Он не получает мутаций, вместо этого растет его ранг. При получении первого ранга, например, можно стать одной из известной вам вариаций IDPD-шников. Я, например, всегда мечтал походить с мусорским слагером. Спасибо авторам мода, что дали мне эту возможность. А вместо банок с радиацией теперь банки с подкреплением. Причем на подмогу приходят все возможные варианты IDPD-шников, в том числе шилдеры. Прикрываясь пачкой шилдеров, которые уничтожают все живое, проиграть невозможно, думал я. Пока вместе с большим бандитом ко мне не пришел ебаный Рэббл, который в призыве братюнь понимает больше меня. А Карзука получила визуальный апгрейд. Тут есть новые зоны, такие как Don't Starve с циклом смены дня и ночи, между прочим. Новые противники, новое оружие, вот, например, Улей. По сути, муха из Half-Life. Или вот этот двойной трезубец. О боже. Сначала Undertale, теперь и Homestuck. Новые боссы.
В общем, здесь есть чем заняться. Не все, конечно, так гладко. Например, зона Don't Starve адово тормозит. Я сначала думал, что это из-за огромной пачки братюнь со мной, но нет. Она и в соло такая же лагучая. В общем, идем дальше. Ну чё, по мэнсингу, пацаны? Можно теперь за любимого персонажа наконец-то поиграть. Спокойно. Плавленного сырка. Заплавленного. Бля, да, извините, я забыл. Заплавленного. Следующий на очереди ультрамод, в котором также были обновления. И первое, что бросается в глаза, когда я только его запустил, это куча ебанутых условий для открытия персонажей. Отразить выстрел обратно в снайпера. 4 раза восстановить Strong Spirit. Сделать токсичными 2 жаб одновременно. Конечно, было бы интересно их позадрачивать, но не для этого видео. И раз это ультрамод, то конечно же у нас здесь 3 новых персонажа. Элементар, у которого сильнее элементальный урон и который может строить стены. Постойте, это же обилка викинга из прошлой версии. Что же тогда теперь у нее? Удар броней? Ног. Доктор, который может превращать ХП в рады. Ок. И ветеринар, который с каждым успешным попаданием наращивает скилл, что повышает его точность и урон. Но скилл сбрасывается до нуля с каждым промахом. Задумка интересная, но сброс до нуля это как-то слишком жестко. Так скилл практически бесполезен. Могли бы сделать хотя бы, чтобы после серии из нескольких промахов сбрасывался скилл. Хотя, наверное, это решается троновой жопой или хотя бы ультрой. Я не проверял. По поводу нового контента мне тяжело говорить, потому что я не видел всего старого. Ну вот, например, термитная пушка. Имеется же в виду горючее химическое соединение, так? А нет, походу нет. Еще я заметил, что вены по-прежнему дают защиту от всех взрывов и огня, не считая синего огня. Как будто мне и так не хватало страданий. Да я и брал-то эту мутацию только из-за Литл Хантера. Есть новые короны, вот, например, корона диска. Что же она дает? А, я понял. Она дает 60 FPS. В общем, в моде, конечно, много всего интересного, но вообще давно пора бы обратить на него внимание властей. Это лутбоксовое безумие реально уже начинает надоедать. Посмотрите, большой лутбокс с 3 предметами стоит 175 радов. Для сравнения, это количество радов, которое нужно, чтобы получить 3 уровень. Что же нам выпадает? Флаг Cannon, Bouncer Laser Pistol и Frost Assault Rifle. Полный хлам. Ну, лазер-пистолом еще можно попользоваться, буквально пару уровней. Чтобы выпало что-то годное, наверное, надо на золотой премиум лутбокс надрочить, а он стоит 600 радов. И то не факт, что там что-то будет. В общем, скорее бы комиссия по азартным играм с этим разобралась. Идем дальше. Блять, глаза... Ну да, глаза. Видишь, видят в темноте, потому что это глаза. Их много. Ну да, блять. А еще стероиды? Стероиды, и они могут держать 2 оружия. Потому что их несколько. Каждый стероид держит в руках по оружию. Их 2, судя по всему, блять. И они могут держать 2 оружия, соответственно. Следующего мода не было в прошлых выпусках. Но он тоже уже не новый, потому что вышел, по-моему, сразу после того, как я сделал последнее видео. Это Хаос мод. Здесь 2 новых персонажа. Во-первых, можно поиграть за ассасина. Наконец-то.
Он может входить в стелс и кидаться собранными ножами, которые потом надо не проебать. И второй персонаж это вот это. Со способностью создавать порталы. Что не может не наводить на мысли, насколько настоящая портальная пушка хорошо бы здесь смотрелась. Вот только порталы работают, к сожалению, только с самим персонажем. Кстати, а что там с коронами? Корона скорпионов. Враги выглядят как скорпионы. Вы знаете, мне кажется, Nuclear Throne привлекает людей определенного склада ума. Тут много нового оружия, подчас довольно веселого. Новые уровни с врагами. И еще некоторые интересные штуковины. Вот, например, Entwiner, который слепляет два оружия в одно. Так что оно производит сразу оба выстрела, но при этом жрет оба типа патронов. Причем на эту штуку даже своя мутация есть. Это очень клево, но также очень примечательно, потому что внешний вид оружия изменяется и становится похож действительно на сплав этих двух изначальных пушек. И если это делается автоматически, то снимаю шляпу. Это очень крутая механика. А если же это сделано вручную, то опять же снимаю шляпу. Здесь сотни видов оружия, и если каждое с каждым скрестить, то... Да, вряд ли это сделано вручную. Больше выпадений на полном хп, меньше выпадений, когда не полное. Выпадение чего? Прямой кишки? И, наконец, Nuclear Throne Together тоже получил кучу важных обновлений. Во-первых, мультиплеер отвязали от Стима, так что теперь поиграть с друзьями можно и на хамбловской DRM Free версии. Во-вторых, завезли долгожданную поддержку 4 игроков. И в-третьих, что для нас самое важное, завезли поддержку модов. Теперь вы понимаете, почему трудно стало следить за новостями.
моды для 19-го апдейта, моды для теперь уже 99-го апдейта, моды для кастом трона, а теперь еще и моды для трона Together. Вот, кстати, страница с модами для него, и здесь есть все. Геймплейные и балансные изменения, новые режимы игры, оружие, противники, я даже не говорю про новые спрайты. В общем, вы поняли, что я сейчас буду делать. Я буду устанавливать сейчас все моды. А с вами на этом попрощаюсь. С вами был Ригель, до новых встреч. Я боюсь тебе давать делать это. Я боюсь тебе давать делать это, Дэйв. Что? Блядь. Дави на газ! Блять, я убил его, блять, я ачивку да. Дали все. Блять, чувак, это, блять. Видишь, русский дух что делает? Отбойник, блять, я даже не успел ему отбойником по ебалу дать, он сам умер, пока я стоял рядом. Дотронулся до него. Россия, блять, матушка нахуй. Люблю Россию. Открыт Бескин изгнанный за победу. Наша семья за Путина. Фу. Охуенно сходил локализацию проверить. Рот ебал Финдосов и Обаму, блять.